Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Галич, и сегодня мы с вами приготовим вкусные морковные кексы с апельсиновым курдом и крем-чизом. Такие капкейки вы с легкостью можете приготовить в домашних условиях и будете на 100% уверены в их высоком качестве. Желаю приятного просмотра! Для вашего удобства список продуктов и количество ингредиентов я дала в описании к этому видео. Мелко ножом порубите грецкие орехи, а также на мелкой терке натрите морковь. К муке отправьте разрыхлитель и корицу. Отдельно в миске соедините яйца и сахар. Затем сразу же взбейте на максимальной мощности до бела. Желательно, чтобы к этому моменту сахар уже растворился, но это не обязательно. Яйца желательно использовать теплые. Когда масса побелеет, добавьте туда растительного масла. Его температура не имеет значения. И ко всей этой смеси отправьте муку пшеничную. Заметьте, я ее не просеиваю. Если она у вас чистая, то делать это не нужно. Аккуратно лопаточкой, движениями снизу вверх вмесите муку в тесто, отправьте туда орехи и морковь и соедините с тестом. Можно делать все на миксере, если он у вас есть, а можно просто вручную. Тесто получается довольно нежное, жидкое, и к этому моменту духовка у вас уже должна быть разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Перелейте тесто в удобный глубокий стакан. Подготовьте капсулы для кексиков. Я использую коричневые и пергаментные. Они эстетично смотрятся после выпечки. Расфасовываю тесто по капсулам. Помогаю себе ложкой. И обратите внимание, что это тесто не очень сильно поднимается, поэтому желательно капсулы заполнять на 2/3. Если добавили слишком много, можно убрать при помощи ложки. Духовка у нас уже разогрета на 180 градусов. Ставим кексы в нее, убавляем температуру на 170 и выпекаем в течение 25-30 минут. После выпечки обязательно проверьте готовность шпажкой. Она должна быть сухая, небольшие крошки допускаются. Подождите, когда кексы полностью остынут. Это произойдет примерно через 30 минут. Затем уберите в пакет и поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы корочка была мягкая. В своей выпечке я очень люблю использовать различные заварные основы. И сейчас мы с вами приготовим очень вкусный соус на желтках. Он называется курд. В данном случае сделаем его с апельсином, но вы можете использовать любой фрукт или ягоду, желательно кислую. Я натерла цедру апельсина, выдавила сок. Для более плотной текстуры я добавляю крахмал, соединяю его с сахаром и сразу отправляю к соку. Затем добавляю желтки и очень важно сразу все перемешать. Желательно пробить блендером погружным, тогда у вас не будет таких прожилок от белка. Но меня они не смущают в кексах, поэтому я ничего пробивать блендером не буду. Также желательно добавить лимонной кислоты, потому что апельсин довольно-таки сладкий, да, фрукт. И можно добавить соли для баланса вкуса. Ставлю на средний огонь и при постоянном помешивании довожу до загустения массы. Это произойдет примерно на 78 градусах. Только загустело, я снимаю курд с огня и продолжаю помешивать в течение примерно 2-3 минут. Затем добавляю шоколад. Это по желанию, делать не обязательно, но так вкус будет богаче и нежнее, а также курд будет более плотным. Как только температура массы достигла 40 градусов, мы можем добавить сливочное масло комнатной температуры. Тщательно его перемешиваем до растворения всех крупинок. Все, наш соус готов. Посмотрите, какая должна быть консистенция. Отсаживать начинку в капкейки я предпочитаю насадкой 230 Атека. Но если у вас ее нет, ничего страшного. Вы можете просто вырезать маленькую дырочку. Например, даже это можно сделать ложкой. И отправить туда соус. Если курд получился плотным, то вы можете сразу приступать к работе. Если нет, отправьте в холодильник для стабилизации на полчаса, на час, и все будет хорошо. Отсаживаю крем в капкейки. На работе я всегда это делаю по весам. То есть ставлю кексик на весы, отсаживаю туда начинку и
на весах должно быть плюс 8 грамм. Это стандарт для меня, то есть я рассчитываю, что начинка довольно дорогая, а, много идет по себестоимости, и 8 грамм этого корда достаточно, чтобы это было и вкусно, и не сильно дорого. После того, как вы начинили кексы, это становится скоропортящимся продуктом, поэтому обязательно храните их в холодильнике до 3 суток. Для крема я беру сливочное масло комнатной температуры, предпочитаю работать с маслом температурой 18 градусов, на мой взгляд, она оптимальна для взбивания. И взбиваю с сахарной пудрой до бела, до того момента, когда запах масла уйдет и останется ощущение, что у вас воздушный крем. Также добавляю туда холодный сыр и все тщательно пробиваю блендером. На середине процессов, как обычно, лопаточкой все перемешиваем, чтобы была гладкая текстура и все получилось хорошо. Еще раз пробиваю миксером, еще раз перемешиваю и отправляю в кондитерский мешок. Насадка у меня звезда закрытая, берите любую, какая у вас есть. Отступаю от края кекса примерно полсантиметра и начинаю отсаживать крем. Делаю один полный оборот, затем выше второй, чуть меньшего диаметра, и полоборота наверху. То же самое повторяю с оставшимися капкейками. После украшения капкейков кремом храните их строго в холодильнике. Не оставляйте при комнатной температуре даже на 15 минут, потому что в молочной продукции очень быстро происходят микробиологические процессы, и такие изделия должны храниться строго в холодильнике. И еще очень важно, чтобы перед украшением крем стал стабильней, поэтому отправляем в холодильник и займемся декором. Сегодня для декора я решила использовать вот такие цветочки из мастики. Для этого нам потребуется универсальная сахарная паста. Любую покупайте, самую недорогую, либо можете сами приготовить, но у меня на канале есть рецепт молочной мастики, она для этой цели идеально подойдет. Я раскатываю мастику на крахмале, толщина примерно 3 мм, 2-3, то есть не очень тонко, посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. И использую вот такие вот вырубки с выталкивателем, называется сплунжером. Пятилистник. Нам нужно 6 цветочков. Укладываю их на губку флористическую. Если ее нет, можете взять обычный коврик для мыши, для компьютерной мыши, естественно. И просто постирайте его в стиральной машине, переверните наизнанку. И на этой губке тоже можно очень делать красивые цветы. Инструментом шарик делаем углубление, чтобы цветочки были более натуральными, выглядели объемными, красивыми. И устанавливаем на этот крем. Обратите внимание, если вы будете делать крем на сливках, то цветы нужно изолировать, иначе они растают. Здесь же крем у нас на сливочном масле, он довольно стабильный, цветы не растают. Освобождаем капкейк от капсулы. Обратите внимание, как она легко снимается. Это именно благодаря тому, что мы подержали их 2 часа в холодильнике в пакете. То есть все мягенькое, сочное, пропитанное. Очень вкусно. Готовьте их дома с удовольствием. Благодарю за внимание и всего доброго. До новых встреч!